Друзья, всех приветствую! IC Genius на связи. Сегодня на обзоре планарные или непланарные наушники Celis Gumiha от дочернего бренда компании Kinera. Наушники поставляются вот в такой небольшой коробке коричневого цвета. Она действительно оформлена со вкусом. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. Имеется небольшой примерный график АЧХ. За звук здесь отвечает новый квадратный планарный драйвер, сокращенно SPD, и один арматурный драйвер. Чувствительность наушников составляет 106 дБ, и они получили низкий 9 Ом импеданс. А теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это сами наушники и металлическая закладка в виде лисы. Красиво выглядит. Но наушники выглядят не хуже. У них такой черный корпус. А на лицевой панели имеется напечатанный на 3D принтере красивый рисунок. Он такой довольно рельефный. У наушников имеется 3 акустических отверстия, которые расположились вот здесь. А у сопла имеется такой металлический необычный фильтр с узором. Посадка и эргономика у наушников получилась на хорошем уровне. В идеале с правильно подобранными амбушюрами они прилегают довольно плотно к уху и не вызывают дискомфорта. Ну и также в коробке находится вот такая документация, где можно более подробно со всем ознакомиться. История Gumiha, график АЧХ, технические характеристики, параметры кабеля, все, что входит в комплектацию, и социальные сети компании Kinera. Ну а также мы еще получаем вот такой бежевый чехол Celest. В нем находится 4-жильный посеребряный медный кабель с фирменным 3.5 коннектором Celest. Кабель довольно мягкий и на удивление оказался очень удобным. Заушины не вызывает дискомфорта. И он не имеет микрофонного эффекта. Он получил надежные разъемы 2 пин. Правый канал помечен красным цветом, а левый вот таким прозрачным. Ну а также здесь в комплекте были 2 типа насадок. Вот такие белые, более широкие, и узкие, вот такие серые. Ну и конечно же щеточка для чистки наушников. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому главному, а именно к звучанию этих наушников. Слушал я их с моим любимым ЦАПом Topping G5. Буквально мой фаворит на каждый день. Обзор на него есть на моем канале. Ну а теперь, как всегда, начинаю подробный разбор с их низких частот. Стоит сказать сразу, что басовая область в этих наушниках ощущается неплохо. Это такой хороший бодрый подъем, как для наушников такой стоимости. Да, проработка и текстура находятся не на самом высоком уровне. Но это звучит хорошо в большинстве случаев в данной ценовой категории. Что касаемо мидбасовой области, здесь имеется хорошая скорость и довольно плавные затухания с сохранением хорошей плотности и объема баса. Да, стоит сказать, что все-таки немного не хватает той самой плотной хорошей атаки с характерным почерком в миксе. К сожалению, здесь пострадала слышимость эффектов дисторшена у басов и различные насыщения гармониками и сатурацией. Они звучат более утонченно и не особо уловимо в общем миксе. Хочется получить большей слышимости эффектов в этом диапазоне. Что касаемо кикота, в большинстве музыкальных композиций он ударяет довольно хорошо, и у него имеется хорошее подчеркивание и выделяемость в миксе. И тот самый отскок при его ударе. Он не оставит вас равнодушным. Что касаемо средних частот, то вокал в этих наушниках довольно явно выдвинут вперед и акцентирован для нас, в отличие от инструментов. Могу сказать, что по расстоянию он находится довольно близко к интимному и звучит буквально у вас в голове. Мужскому вокалу немного не хватает нижней середины и полноты ощущения в звучании. И он довольно сильно сливается в музыке, поэтому мне бы хотелось получить большего разделения и отдаленности от инструментов. Это бы определенно улучшило ситуацию. Женский вокал звучит более интереснее и выигрышнее, чем мужской. Он не ощущается так утопленно и поджато. Он по-прежнему все так же приближен к нам, но имеет уже более хорошее ощущение открытости и полноты в звучании.
Что касаемо ударных барабанов, это снейры, клэпы, римшоты. Звучат на удивление они хорошо. Они не слишком перенасыщены лишним увеличением их резкости за счет поднятия области ВСЧ. Остаются довольно нейтральны к нам и имеют хороший почерк, оставляя за собой хорошие хвосты от ревербераций. А что касаемо инструментов, попадающих в этот диапазон, то они звучат неплохо. Имеют хорошо отличимые тембры, но это не самая высокая детализация и разрешение. Некоторым инструментам также не хватает большей слышимости, из-за этого они часто теряются в миксе. Ну а теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках. Они получились местами яркие и также местами звучат странно, рисковато и обрезанно. На хай-хетах и крэшах хотелось бы получить определенно больше блеска и акцента с читаемостью в миксе. Та самая планарная техничность здесь была утеряна. Из-за этого у меня определенно имеется ощущение зажатости и нехватки воздуха в этом диапазоне, из-за чего также пострадала звуковая сцена. Порой я слышу больше вокала в музыке, чем тарелок, которые начинают теряться. Их определенно нужно достать из микса. Высокие частоты получились здесь не самые аналитичные, так что здесь не получится выслушивать каждую деталь и обращать на нее внимание. Звуковая сцена и визуализация в наушниках Celis Gumiha получилась не самой широкой. Она довольно слитная. Стереопанорама и ее проработка тоже пострадала. Я думаю, по большей части как раз из-за высоких частот. У наушников имеется неплохая глубина погружения, но далеко не идеальная прорисовка инструментов. Из-за того, что они звучат довольно близко друг к другу, они начинают сливаться. Ну а теперь мы подошли к выводу, друзья. В наушниках Celis Gumiha производитель постарался сделать что-то необычное и установил новый драйвер SPD. В целом он себя показывает хорошо, но то, что критически повлияло на общее звучание и подачу этих наушников, остается именно на высоких частотах. Как раз там, где за это отвечал арматурный драйвер. Он действительно звучит местами очень странно. И чувствуется недораскрытость потенциала этих наушников и их возникшая скованность из-за этого диапазона. Я надеюсь, что производитель это исправит и в будущем мы увидим более улучшенную модель. Все-таки не стоит забывать, что это первая модель дочерней компании Kinera. Ну а ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.